Всем привет! С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и вот самые продаваемые китайские автомобили в первой половине этого года. Подробный обзор каждого автомобиля в отдельности вы можете найти по ссылке в описании к этому видео. На 10-м месте Row i5. Цена 7800 евро. Продажи 70 тысяч. Простой и относительно недорогой седан i5 длиной 4,6 метра, одна из самых популярных моделей бренда Row. В прошлом году на китайском рынке продано 129 тысяч таких машин. В этом же году уже успели продать 70 тысяч. Пятерка дебютировала в 2018 году, а теперь свет увидел рестайлинговый седан с серьезно измененной внешностью. Техника прежняя. Базовый Row i5 оснащен 1,5-литровым атмосферником на 120 лошадиных сил в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Варианты подороже имеют 1,5-литровый турбомотор на 169 лошадиных сил с 7-ступенчатым преселективным роботом. Сохранился и вместительный багажник объемом 512 литров. На 9-м месте Chery Tiggo 8. Цена 10 200 евро. Продажи составили 71 тысячу экземпляров. Известный нам кроссовер Chery Tiggo 8 довольно хорошо продается. В прошлом году было продано 136 тысяч таких машин. В этом году уже успели продать 71 тысячу экземпляров. Недавно Chery Tiggo 8 обновился и получил приставку Pro. Теперь во всех версиях есть по 3 ряда сидений. Chery Tiggo 8 Pro предложен у нас двумя силовыми агрегатами на выбор. Базовый 2-литровый турбомотор на 170 лошадиных сил и 250 ньютон-метров крутящего момента с вариатором и более дорогая 1,6-литровая турбочетверка на 186 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего момента с 7-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Такой Tiggo 8 Pro с передним приводом сможет разгоняться до 100 км в час за 8,9 секунды против 10 секунд у базовой модификации. Однако максималка выше у 2-литрового варианта. 200 км в час против 185 км в час. На 8-м месте BYD Song. Цена 9100 евро. Продажи 77 тысяч. Китайский кроссовер BYD Song известен уже давно. В прошлом году было продано 205 тысяч машин. В этом году успели продать лишь 77 тысяч экземпляров. Однако в компании уже подсуетились с модернизацией и выпустили новую версию под названием BYD Song Pro. Есть перемены не только во внешности и интерьере, но и по технической части. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор форсирован и теперь выдает 185 лошадиных сил и 288 ньютон-метров крутящего момента. А 6-ступенчатый преселективный робот уступил место более выносливой 7-ступенчатой коробке передач с двумя сцеплениями. Механики и вовсе больше не будет. На 7-м месте Wuling Hongguo. Цены от 6000 евро. Продажи 87 тысяч. Неплохо оснащенный и доступный Wuling Hongguo стал бестселлером компании на рынке в Китае. В прошлом году было продано 270 тысяч машин. В этом году успели продать лишь 87 тысяч. Видимо, скоро последует обновление, так как модель теряет спрос. Моторы ведь не поражают характеристиками. Базовый агрегат атмосферный 4-цилиндровый на 1,5 литра, выдающий 112 лошадиных сил и 147 ньютон-метров крутящего момента. На версиях подороже ставится надувной аналог этого двигателя, у которого мощность доведена до 150 лошадиных сил и 230 ньютон-метров крутящего момента. Но никаких двухпедальных версий и полного привода, только 6-ступенчатая механическая коробка передач и передняя ведущая ось. Остается хвастаться немалой колесной базой в 2880 мм и полностью независимой подвеской со стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади. На 6-м месте Geely Emgrand EC7. Цена 6500 евро. Продажи 95 тысяч.
Удивительно, но здесь обстановка как в России с АвтоВАЗом. Geely Emgrand EC7 – это очень устаревшая модель, но ее продолжают покупать в больших объемах. В прошлом году было продано 233 тысячи машин. В этом году уже успели продать 95 тысяч экземпляров. Для этого седана предлагается два варианта бензиновых двигателей. Первый с рабочим объемом 1,8 литра на 126 лошадиных сил и 172 ньютон-метра крутящего момента. Второй 1,5-литровый на 98 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента. Оба мотора работают с пятиступенчатой механикой или вариатором. На пятом месте Чанган Иадо. Цена 8500 евро. Продажи 99 тысяч. В прошлом году было продано 167 тысяч таких седанов. В этом году уже успели продать 99 тысяч экземпляров. Это объясняется тем, что на рынок вышел обновленный Чанган Иадо Plus с вариатором на 8 виртуальных передач. Бесступенчатая коробка сопрягается с базовым 1,6-литровым атмосферником на 128 лошадиных сил и 161 ньютон-метр крутящего момента. Также доступна и пятиступенчатая механика. Есть еще версия с 1,4-литровой турбочетверкой на 158 лошадиных сил и 260 ньютон-метров крутящего момента, работающая с 7-диапазонным роботом. После запуска обновленного седана дела у Иадо резко пошли в гору. Должно быть, вариатор помог. На четвертом месте Geely Atlas. Цены от 12 тысяч евро. Продажи составили 120 тысяч. В прошлом году было продано 241 тысяча данных кроссоверов. В этом году уже успели продать 120 тысяч экземпляров. На днях Geely начал продажи обновленного полноприводного Atlas Pro и на нашем рынке. В новинке устанавливается несколько силовых агрегатов. Первый – это 2-литровый атмосферный бензиновый двигатель на 141 лошадиную силу и 178 ньютон-метров крутящего момента. Второй – это 1,8-литровый турбодвигатель на 184 лошадиные силы и 285 ньютон-метров крутящего момента. Третий – это 1,5-литровый трехцилиндровый турбомотор на 177 лошадиных сил и 255 ньютон-метров крутящего момента. В качестве коробок идут от классической шестиступенчатой механики до преселективного робота на 7 ступеней и полного автомата на 6 ступеней. На третьем месте Chang'an CS75. Цена 13 600 евро. Продажи составили 174 тысячи. В прошлом году было продано 267 тысяч машин. В этом году уже успели реализовать 174 тысячи экземпляров. Все дело в том, что Chang'an дважды обновил модель, и она пришлась по вкусу покупателям. Для нас предусмотрена турбочетверка объемом 1,8 литра на 163 лошадиные силы и 220 ньютон-метров крутящего момента, работающая в паре с 6-диапазонным автоматом Aisin. Топовая модификация получила 2-литровый турбомотор на 233 лошадиные силы и 360 ньютон-метров крутящего момента, который уже ставится на CS85 купе и CS95. Заодно купе поделился 8-ступенчатым автоматом. На втором месте Wuling Honghua Mini EV. Цена 3800 евро, продажи 183 тысячи экземпляров. Это самый продаваемый электромобиль в Китае. Его успех во многом связан с ценой. В прошлом году было продано 119 тысяч этих электрокаров. В этом году уже успели продать 183 тысячи. Honghua Mini EV длиной 3 метра развивает максимальную скорость 100 км в час и вмещает 4 человек. У него электромотор на 27 лошадиных сил и 85 ньютон-метров крутящего момента. Запас хода составляет до 120 км на батарее емкостью 9 кВт-часов и до 170 км на батарее емкостью 14 кВт-часов. И на первом месте Haval H6. Цена 13 тысяч евро. Продажи 197 тысяч. В прошлом году было продано 377 тысяч этих кроссоверов.
В этом году уже успели реализовать 197 тысяч экземпляров, и это только в Китае. Недавно вышел кроссовер Haval A6 третьего поколения, и он оказался весьма интересным. Например, кроссовер строится на новой платформе, в конструкции которой широко используется алюминий. Для европейских автомобилей это уже привычно, но для китайского автопрома это пока редкое явление. Базовым будет 1,5-литровый турбомотор на 169 лошадиных сил и 285 ньютон-метров крутящего момента. Но вдобавок, Haval A6 стал первой моделью, на которую начали ставить новую 2-литровую турбочетверку на 224 лошадиные силы и 385 ньютон-метров крутящего момента. Обе модификации имеют 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Привод передний или полный с муфтой на задней оси. А на этом все. Не забудьте указать в комментариях, как вам успехи Китая в этом году и про что нам сделать следующее видео. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что Китай скоро захватит весь автомир. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.